Всем привет, с вами снова я, с нами снова вы, и сегодня у нас на обзоре клавиатура Z Gaming Blade Pro. Первой версии это клавиатура на красных свечах Kail, они 50 граммов и сила активации. Хорошие свечи, мне нравятся. Единственное исключение это то, что они шуршащие. Послушайте. То есть имеется такой вот шуршащий звук при нажатии. Это никак не ощущается при печати, но это имеет место быть, и если вы работаете без наушников, может быть неприятно немного. Также в нее присутствует Spring Pink, а точнее это Plate Pink, так называемый, потому что plate здесь это кусок алюминия, свечи, не hot swap, отредактирую эту хуйню, надеюсь. Клавиатура имеет 4 резиновые ножки и также имеет дополнительные ножки, которые также имеют прорезиненную поверхность. Купил я ее на Авито за 500 рублей. Я сам в шоке. Отличная клавиатура. Единственное, вот не претензия, это придирка уже просто. Это звук шуршащий у клавиш. Я даже попытался смазать. Вот я F7 смазал. Все равно ощущается вот так. Вот, допустим, F9, F10, F11 сильно шуршат. Там Insert, Home и Page Up тоже сильно шуршат. Какие-нибудь HJK практически не шуршат. Стрелочки чуть-чуть шуршат. Цифры 1, 2, 3. Так же, как и стрелочки шуршат. Пробел не шуршит. Кнопка Win не шуршит. Я не знаю. У этой клавиатуры имеется множество разных видов подсветки. Вот такая. Это просто... Это должна быть вот так. Да. Вот такая. Вот моя любимая волна. Можно менять яркость настройки. Яркость подсветки. Там 5 уровней, по-моему. 1, 2, 3, 4. И выключено. Я ставлю самый минимальный, потому что я сижу за компом ночью, и мне ебашит по глазам. И также можно регулировать скорость подсветки. Я не знаю, сколько это было уровней. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тоже 5 уровней скорости. Я ставлю самый медленный, чтобы меня не отвлекала эта подсветка. Также есть 4 собственных режима. Можно настроить подсветки. Каждую клавишу индивидуально можно значение указать. И только настраивается RGB значение. Вот. Но через RGB значение можно настроить яркость клавиши, если просто сделать их меньше. Но с такими же пропорциями. Допустим, если 250 красный, 100 синий, можно поставить 125 красный, 50 синий, и будет точно такой же цвет, но меньше яркости. Днем нормально смотрится, ночью прям выедает глаза, отвлекает от всего. Ты просто смотришь в монитор и видишь вот это. Еще она отсвечивает отовсюду. И как вы можете заметить, я по периметру корпуса проклеил изоленту. Вот здесь вот не проклеил, потому что она там уже отклеилась, и тут липко все. Это почему я сделал? Потому что вот этот кантик, вот эта фаска фрезерованная, она дико слепит. Она отполирована в зеркало просто. Она дичайше слепит. То есть даже если источник света находится не прямо за вами, а, допустим, где-то слева или справа, то она все равно слепит. Я не знаю, как они умудрились это сделать. Такой угол, особенно при поднятых ножках, очень бесит, очень бесит.
Я провел некоторые модификации с этой клавиатурой. Я сделал шумоизоляцию, так сказать. Вот. Теперь вместо того, чтобы звучать как детальки Лего, теперь это звучит как детальки Лего, которые в коробке какой-нибудь трясут. Я просто проложил поролон какой-то рандомный. Я раскрутил ее вот так один ряд и второй ряд поролона я проложил, и все. Что еще можно сказать про эту клавиатуру? Стандартный лейаут, OEM профиль у кейкапов. Хорошо видна легенда клавиш, просвечивает классно. Сам шрифт приятный. Макросы можно записывать на ней, по-моему, но это делается в софте, и вам нужно иметь запущенный, по-моему, софт для того, чтобы работали макросы, а это уже само по себе читы как бы. А так, клавиатура прикольная, мне нравится. Хотелось бы, чтобы не было вот этого шелеста, этого шума, этой какой-то, я не знаю, сахарной пудры, что ли. Это даже не песок, это просто какая-то мелкодисперсная пыль, которая попала между свечей, точнее, между стемом и хаузингом свеча. Даже смазка не помогает, нужно именно чистить, либо менять свечи. В комплекте с клавиатурой также идет 2 наклейки Z SVO Гойда. Идет пуллер для кейкапов. Пуллера для свечей нет, потому что не hot swap. И также идут красные клавиши VAST и красные стрелки. Еще один мод, который я сделал с этой клавиатурой буквально вчера, по-моему, от чего у меня и пробел не был полностью закреплен. Вот я приклеил к низу пробела, и таким образом звучать он стал поприятнее, как мне кажется. Ну, типа, нормально звучит как бы. Не неприятно, как и должен звучать. Хорошо звучит. Нормально. У этой клавиатуры есть дополнительные функции. Открывание плеера, громкость минус, громкость плюс, громкость мут, стоп, предыдущий трек, плей-пауза, следующий трек, открытие клиента почты, открытие браузера по умолчанию, открытие калькулятора. Это очень удобно. Блокировка клавиатуры полностью, чтобы можно было вот как я печатать, чтобы можно было вот так вот делать, и ничего у меня не нажималось. Чтобы Audacity у меня там, допустим, на компе, где я сейчас записываю, ничего не нажал, и ничего не убрал, и не удалил мои 20 минут, 15 минут записи, которые я сейчас делаю. В общем, они, кстати, подсвечиваются. Вот, если клавиша нажата, там scroll lock, caps lock или что там еще. Не, если зажат игровой режим еще, если, то клавиша Win или Super или Z Гойда SVO, она начинает гореть белым. Какие у меня еще претензии к этой клавиатуре есть? То, что эта клавиатура 80%. Мне не нравится. Мне нравится, когда они вот так вот, без вот этой части вообще, но со стрелочками. Вообще идеальный формат клавиатуры для меня был бы, когда были бы альфы, функции, эфки и стрелочки, и delete. Остальное вот это вот нахуй, не нужно. Вот. Shift правый, длинный, тоже нахуй не нужно. Сделайте его 1U или вообще уберите. Зачем он здесь? Вот эта клавиша, типа контекстное меню или ПКМ, я не знаю, как она называется, тоже не нужна. Нахуя она здесь, блядь? Зачем? Просто сделайте вот так и сюда вот стрелки впихуйте. Вот так вот. И все, была бы идеальная клава. Она была бы компактная, она была бы функциональная, она была бы просто охуенная. Можно было бы играть так вот, сидеть, блядь, печатать, поставить ее куда-нибудь во все стороны стола, убрать ее вообще нахуй, чтобы жрать можно было хрючево, спокойно за столом, чтобы все крошки падали на клаву, а потом ты взял вот так вот ее... Вот так вот ее взял, блядь, и все нахуй. В общем, клавиатура хорошая. И
Мне очень нравится. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.